Доброе утро! Сегодня мы проснулись напротив шикарного старинного замка, который был построен в 15 веке при Альфонсо Фонсеке во времена правительства Энрике IV Кастильского. Этот замок был завоеван в свое время французами, отвоеван, и сейчас он находится здесь. В нем расположена школа лесничего, и называется это замок Кока. Посмотрите, это просто шедевральное сооружение, которое достойно вашего внимания, потому что оно просто словно из сказки. Здесь можно снимать фильмы и, не знаю, просто отдыхать, смотреть и прикасаться к истории. Кстати, замок окружен классическим сухим рвом, и я знаю, что в 1808 году его атаковали французы на армии Наполеона. И, конечно же, все разбежались жители, и французы были здесь у нас до 1812 года. Далее он был разрушен, восстанавливался, и в 20 веке его уже передали государству за счет того, что государство сможет его отреставрировать полностью. Так оно и случилось. Это отреставрированный замок, который приезжает очень большое количество туристов, чтобы посмотреть и прикоснуться действительно к этой истории, потому что здесь в свое время шли войны, битвы. Хочу отметить, что это первый замок, который я встречаю с таким внушительным кирпичным массивом. До этого мы видели замки, которые были построены из камней, а этот уже более современный, он в мудехарской стиле, также он относится к готическому военному стилю, и уже использовались кирпичные кладки. Мы находимся в первой комнате, в первом зале, где молельня, где молились короли своим богам. Ну, конечно, это был единственный бог, потому что это христианская, католическая вера. Но сейчас в этом замке у нас находится школа лесничества, и поэтому все залы здесь переоборудованы под классы. И мы здесь уже видим более современный подход. Здесь есть парты, телевизор, потому что сейчас каникулы, но в течение года это обитаемый замок, где находится более 20 преподавателей и более 100 учеников. А сейчас мы поднимаемся на башню. Хочу сказать, что дизайнером всех залов являлся Аликаров. Он вложил душу в каждый зал. Каждый зал здесь уникальный. Своды тоже у нас выполнены из плитки. Вот плитка здесь у нас представлена, что какая была. То есть каждая плитка выполнялась вручную, обжигалась, расписывалась. И поэтому, что даже самые маленькие комнатки, незначительные, были оформлены в его стиле. Он вложил душу в каждый уголок этого замка. Вот так выглядел рабочий стол. Посмотрите, сколько здесь различных шкафчиков. У каждого шкафчика свой ключ, где хранились, возможно, ценные бумаги или какие-то записи. И вот, пожалуйста, вам офисный стул, который называется хамуга. Но мы поднялись на самую высокую башню, ее высота 50 метров, а эта башня использовалась только в моменты нападения, оборонительные моменты. Вот сюда приезжали королевские семьи, чтобы спастись, укрыться, поэтому использовалась она не так часто. И вообще, вот здесь был наблюдательный пункт, потому что обзор очень широкий. На много-много километров все просматривается. Но и когда были атаки, отсюда уже, конечно, велись бои. То есть стреляли, поливали горячей водой и так далее. А здесь располагается темница, где содержались пленные. Именно через этот люк их бросали вниз, откуда они уже никогда не возвращались живыми. Высота потолка составляет 4 метра. Итак,
Замок имел 4 основных защиты. Первая — это ров перед замком, далее следовала многометровая стена, далее следуют у нас вертикальные бойницы, они же смоляные носы, через которые выливалась горячая смола либо кипяток. Далее следует у нас третья защита, это большие ворота, выполненные из цельного дерева, и уже потом следовала решетка, которая держалась на канатах, и в случае необходимости канаты обрубались, и она с большой скоростью опускалась вниз. И далее внутри уже находились стражники, которые также защищали свою крепость. Что я хочу сказать? Это место стоит посетить, вы должны сюда приехать и посмотреть, а мы отправляемся дальше.